Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я начинаю мой влог о вышивке и о жизни. И я поняла, мне когда не хочется убирать, я начинаю снимать. Потому что в прошлый раз мне надо было убирать, я чем только не занималась, только бы не убираться. И в этот раз я решила, сейчас я сниму видео, а потом посмотрим, как дальше сложится. Итак, перед вами мой проект осенний, Serenità компания, итальянский производитель, и я вышиваю осень, вот такую тыкву. И посмотрим, что же я навышивала. Опля! Я вам ставлю, что было в последний раз, когда вы видели, чтобы освежить память, и что стало. И что я хочу сказать, вышивала, и так все было вроде как бы ничего и нормально, несмотря на то, что как-то трудноватенько мне здесь не очень четко видно, видимо, мелковатый все-таки аккаунт я взяла, но неважно. Это все дело такое житейское, как говорится. Мне не хватает 3 ниток. Одна нитка у меня, ее было недостаточно, вот эта желтенькая, самая светленькая, которая в центре. Вот это она у меня закончилась, была всего лишь половина моточка, а вот здесь ее надо везде, этот цвет. И потом вот здесь эта штучка, как это называется, стрючок этот, тут 2 разных зеленых. Вот именно этих 2 разных зеленых у меня тоже нету. И поэтому дело встало. Ну, хотя тут можно пойти дальше и вышить из тех ниток, которые у меня в наличии пока есть. Ну, вот я на таком этапе, и надо докупить ниток. А так как это я могу вышивать только днем, потому как вечером я не вижу нифига. Ну, я не знаю, почему как-то так мелко получилось. Почему так мелко получилось, я не знаю. Ну, вот так получилось. И я взяла, что я взяла? Та-дам! Я рестартанула моего петуха в маках. И посмотрите, какая красота. Вот когда здесь видно четко, и я могу вышивать вообще быстро и в 2 прокола, это просто летит. Вот я за вечер 500 крестиков навышивала. Это для меня вообще какой-то рекорд замечательный. И посмотрите, какие красивые цвета. Ну, здесь очень много этих цветов. Это они там переходят, сине-голубые. Там даже какой-то цвет уже даже вышел. И чтобы вы понимали, это хвост петуха. Я вам ставлю картинку. У меня должна быть где-то эта картинка, потому что у меня электронная схема, нету у меня дизайн от Надежды Нагорной, чтобы я напомню, кто не помнит или не знает. И вот смотрите, сколько я навышивала. Ну, не красота ли? Красота. И что же мне предстоит на этой неделе? На этой неделе я хочу повышивать этого петуха, я хочу повышивать эту тыкву. Если удастся прикупить ниточки, то может даже получится и закончить ее, потому что здесь осталось совсем немножко. Сейчас я покажу, что тут осталось. Ну, как бы немножко, не так уж немножко. Вот такие бабочки, мухи, непонятно что. И вот такие красивые цветочки. И вот такой красивый листик еще. И эти листики дошить. Ну, короче, еще есть что вышивать. Так что будем вышивать и посмотрим, что получится. Что же делать с дождливыми вечерами? И вдруг я вспомнила, и оказывается, ну, собственно, не я вспомнила, а мне напомнили в комментариях, что как там поживает ваша парижанка. А парижанка моя поживает. Сейчас вам покажу, как. Я, честно говоря, взяла ее и долго думала, на чем тут дело кончилось. Потому как я не помню ничего. Я помню, я вышивала платье, я помню, вышивала сумочку, берет, который у меня не получался. Упс, сейчас возьму чего-нибудь. Берет, который у меня долго не получался, в конце концов, как бы
вроде бы как получился. Я уже и подзабыла. Волосы, вот этот шарфик помню, было дело. Осталось здесь уже рисовать, ну, здесь художественные надо уже какие-то применять способности, потому что здесь надо нарисовать лицо и нарисовать руки. А это делается, сейчас я вам покажу схемку, это делается вот так, как бы, а руки вот так, как бы. И будем изучать французский. И это у нас еще план А. А здесь, оказывается, есть еще план Б. Сейчас я вам его покажу. А вот и план Б. И на плане Б остатки и то, чего не вошел на план А. Ну, короче говоря, здесь сам черт ногу сломит, как говорится. И вот это должно получиться вот такая красота. Ну, короче говоря, я хочу сейчас, ну, чтобы как-то раскачаться, вышить ей ноги. Здесь ноги вышиваются крестиком. И я это смогу, наверное, все-таки сделать. А дальше уже посмотрим, как дело пойдет. Вот видите, здесь надо эти гладью вышивать. Ну, вот надо каким-то образом добраться до вот этой... Ну, я это называю теннисной ракеткой, хотя я не знаю, что это, честно скажу вам. Вот это зеркальце такое. А она вот такая куколка на зеркальце. Ну, что-то красивое, короче говоря. Вот здесь у нас духи, перо и подарок. Я думаю, подарок будет несложно вышивать, потому что тут крестики. Как бы одолеть вот эти ноги и как бы одолеть вот эти руки с вот этими всякими бантиками. И башня, я так думаю, будет вышиваться бэкстичем. Вот здесь только внизу немножко крестиков, Париж, и вот здесь крестики. Ну, до крестиков, я вот думаю, как бы мне добраться до крестика. Вот можно башню начать вот здесь от юбки пойти. Вот здесь от юбки можно пойти, а потом уже этим бэкстичем вот эти все крестики соединять. Я думаю, вот такой план. Вот здесь сделать ноги вот эти розовые. И от этих ног делать вот эти штучки. Пожелайте мне удачи. Посмотрим, что получится. У нас орехи пошли и белые грибы. И сейчас мы будем делать тальятели с белыми грибами. А мы снова в Кома. Приехала я за ниточками. Ну, естественно, прогуляемся. Ну, я не наезжусь, наверное, каждый раз за ниточками в Кома. У нас, видите, тепло, хорошо. И еще на улице люди пьют кофе, обедают. Красота. Кома. И смотрите, что тут продают. Вышитая, не знаю даже, как это называть. Вышиваю свою серенитуди компания, и вчера был базар в Кома, и я докупила недостающие мне 2 цвета. Подорожали уже и у моего продавца, если по евро 20 эти были у него моточки, уже по евро 40. И я ему такое даю 2,40, а он мне 2,80. Я говорю, как так? А так, все, новая закупка уже по евро 40. Думаю, блин, и так не дешево, но по евро 40 так вообще. Вот таких 2 цветочка, 2 цвета мне не хватало, докупила, и теперь я могу закончить свою осень. Посмотрела, что там у меня, вот покажу вам, осень осталась мне, сейчас, так, вот осень, осталась мне вот эти бабочки, бабочка моль и надпись осень. И вот здесь 2 сердечка, их плохо видно, но тут есть вот такие штучки. Ну да, дошить. Ну, короче говоря, вот что на данный момент и вот что должно быть. Немного, собственно говоря. Не хватало мне этих 2 цветов, теперь можно дошивать.
А на остальные я посмотрела, у меня вообще, ну, половины, наверное, не хватает. Во-первых, вот этих вот 26, 29, 30, у меня их вообще нету. Вот эти тоже у меня, ну, короче говоря, здесь половины нету, и поэтому придется где-то заказывать, потому что по евро 40 ниточку, только на вот этот баннерок малюсенький мне надо потратить, я не знаю, 30 евро как минимум на заказать все это. А я же еще хотела и Рената Паролин посмотрела, там не хватает очень много всего. Я тут в растерянности, то ли этих девочек мне вышивать, то ли мне эти, как это назвать, веночки вышивать. Ну, короче говоря, не знаю. Ну, и на то мне не хватает прилично мулине. Поэтому в любом случае надо заказывать. Так что вот такие дела. Сейчас я как раз хочу этим заняться. У меня вот такая доисторическая вид моей карты. Видите, вот этих цветов, которые даже здесь в списке нету. Вот я их дописываю сюда. Я даже сделала, ну, я как порядочная, сделала Excel-табличку. Но я не знаю, как у вас. У меня пишет, значит, закончился ваш абонемент на этот самый, на Excel, Word и на всякое такое, и хлобысь, и все, и закрыли. Ну, в смысле, как я могу открыть, посмотреть, ну, что-то сделать внутри этой таблички я не могу. Мне надо продолжить этот абонемент, и тогда я смогу пользоваться. Ну, короче говоря, я решила, по старинке я здесь палочки понаставляю, что у меня есть, что у меня нет, карандашом ставлю, когда заканчивается, стираю. Ну, короче, закатываю солнце вручную, как говорится. Вот такие пироги. Сейчас хочу заняться тем, что выписать, каких мне не хватает цветов. Посмотреть, какие нужны на Рената Паролин. Хотелось бы, конечно, чтобы были деревья, чтобы на деревья это эти сразу заказать. Теперь же идея фикс сделать эти деревья. И наверняка там не будет какой-нибудь ниточки, не обязательно не достанет. Та-дам! Я получила посылочку и хочу вам похвастаться, что тут мне пришло. Сейчас распечатаю и посмотрим. Итак, вот что вы видите. Смотрите, какая смешная, смешнючая просто такса с подарочком бежит на новогоднюю вечеринку. Не спрашивайте, зачем я покупаю эти странные картинки с Милхилом. Ну как можно пройти мимо такой милой собачки? И тут все есть. Ну, я, честно говоря, хотела вышить подушечку. Что-то мне захотелось подушечки, хотя я и как бы, ну куда мне эти подушечки? Ну, а куда мне эту картинку? Ну, короче говоря, надо подумать, что с этим делать. Ну, посмотрите, какая это прелесть прелестная. Прям такое сразу зимнее настроение. Шарфик у нее такой. И пришли наконец-то белые тыквы. Давно я о них мечтала. Мне так хотелись эти тыквы у Юли Крафт увидела, когда она их вышила, и все. И все, я пропала. И мне тоже надо. И вот наконец-то они пришли. Их не так было просто, оказывается, купить. Мне... Собственно, я и заказ этот сделала, потому что мне пришло сообщение, что появилась в продаже эта тыква, и я побежала бегом волосы назад покупать. Вот здесь столько. Прилично здесь бисерка. Мне что-то, смотрите, аж 3 пакетика. Я думала, что-то меньше. А где он здесь такой? Наверное, в рамке. Вся рамка, наверное, бисерная. Ну, красивые, очень красивые. И, естественно, как я вам и говорила, я заказала еще 2 чашки от Rosewood Manor. Это чашка капучино
Посмотрите, какая. Но она здесь, видите, оформлена в пинки. Мне, честно говоря, больше нравится вот так оформленная. Вот ту чашку, которую я вышивала, кофе, она тоже точно так, абсолютно точно так же оформлена, с таким же точно с паспорту. И я буду, наверное, оформлять так точно. А вот чай, это, наверное, первое, что мне понравилось больше всех. Посмотрите, какие прекрасные фиалочки. Ну, прелесть. И я бы это уже сразу схватила бы и вышивала, но у меня нет ниток. Мне надо ждать, пока придут ниток, господи. Что я такое говорю? Вот, посмотрите, сколько их здесь, так прилично их здесь ниток. Почему они не продают наборчики? Как было бы просто. Взял наборчик и шпарь. Нет, теперь надо подбирать нитки, надо искать тканюшку. Ну, тканюшка у меня есть. А капучино, посмотрите, это лилии, наверное, да? Это фиалочки в чае, у нас фиалочки. А в капучино у нас лилии, очень красивые. И здесь, ну, здесь тоже как бы прилично этих ниточек. Вот такие небольшие, но очень-очень замечательные покупочки. А то мне мало от того, что у меня есть, я еще она заказывала. Здесь не хватает, я заказывала 3 милхила. Вот этот милхил, который мне пришло сообщение, что он появился. И еще, может, вы знаете, весенняя коллекция, там на такой желтой яркой ткани, как вот я лошадок вышивала. Там тюльпанчики, очень красивый набор, мне он тоже очень сильно понравился, я заказала его. Ну, его в данный момент не было, и они сказали, дошлют потом. Ну, главное, чтобы они за пересылку с меня деньги не задирали, а так пусть присылают. Все равно я его весной буду, только собираюсь вышивать. У нас был дождь вчера целый день и ветер. Смотрите, попадали орехи. Сейчас хочу понасобирать. Ну, зато классно, их не надо чистить от этой зеленой корки. Руки не будут черные. Яблочной выпечкой покончено, начинаем ореховую выпечку. Начала снимать видео про эти уголки ореховые, и потом лоханулась, пропустила этот самый кусок. Если хотите, вам расскажу так, если кто захочет сделать. Вот здесь карамелизированные грецкие орехи, их у меня 200 грамм. На них надо растопить 60 грамм сливочного масла, туда добавить 120 грамм сахара и сделать карамель. Потом засыпаете эти 200 грамм грецких орехов рубленых, видите, не мелко, крупные достаточно такие орехи. И потом сюда же добавляете 50 миллилитров сливок и 2 столовые ложки воды и карамелизируете вот до такого состояния. Дальше беру мою любимую, как это, паста с фолией, слоеное тесто покупное. Вот здесь у меня есть лимонная конфитюр, лимонное повидло, которое никто не ест. Даже мой муж любитель повидла всяких. И намазываете вот таким вот слоем на это тесто. Ну вот смотрите, у меня здесь ушло 200 грамм варенья где-то, ну, было 360 в банке, было чуть больше половины. И тесто здесь 230 грамм кусок, вот этот пласт. И сейчас сверху я выкладываю наши карамелизированные орехи.
Ну и теперь равномерно распределяю по этому тесту. Ну и теперь в духовку 180 градусов на 15-20 минут. Смотрите по духовке, как тесто готово, вынимать. Ну вот, что у меня получилось, и я хочу сразу порезать это на какие-нибудь маленькие кусочки. Я боюсь, если когда оно остынет, оно будет слишком хрустящее и будет ломаться. Так, я, наверное, на треугольнички на такие порежу. Ну что ж, попробуем, что тут у нас получилось. Вот такие хрустящие и орехово-ореховые с кофейком. Самое оно. Объедение. Приятного аппетита. И что ж, друзья, последнее включение на этой неделе, несмотря на то, что сегодня только пятница, и я могла бы, естественно, еще завтра что-нибудь снять, но завтра мы с нашей группой Nordic Walking едем в Хальвиль. Это мероприятие проходит каждый год, и я уже его вам как-то показывала. Там мы будем идти 10 или 15 километров, ну, неважно, сколько мы там будем идти. И поэтому завтра я ничего ни снять, ни вышить, ни смонтировать не смогу, а поэтому мне надо это все сделать сегодня. И у меня хорошая новость. У меня готова осень от сезонов от Serenità компания. Та-дам! Ну, полюбуйтесь, ну не красота ли? Это вообще очень-очень-очень-очень красиво. Посмотрите, какие яркие, прям осенние цвета, оранжевого столько здесь много разных оттенков. Даже эти мухи меня не смущают. Ну, согласитесь, они похожи на мух, они не похожи там ни на пчелок, ни на чего, они похожи реально, не на бабочек, они реально похожи на мух. Но, тем не менее, с ними красиво. И надпись «Осень» на итальянском мне очень нравится. В наборе есть надписи и на английском, ну, в смысле в схемах есть надпись на английском. Вот им. И я вот написала на итальянском. Полюбуемся поближе, как это красиво. Вот такие листочки. Ну, это скорее похоже на дубовые листочки, а не на листочки от тыквы. Но все равно это очень красиво. И вот такие здесь цветочки. Ну, да, надо сказать, что не так просто этот дизайн, как кажется на первый взгляд. Кажется, здесь, ну что тут вышивать? Тыква и 3 цветочка, 2 листочка и 3 мухи. Быстрее всего вышивалась надпись и эти сердечки. Все остальное, как бы, не скажу, что это было там 1-2 крестика и закрепка. Нет, здесь такие логические участки зашивки. Берешь ниточку, до конца ее дошиваешь. Но тем не менее, не знаю, то ли от того, что цвет такой я темноватый сделала, то ли мне уже мелковатый этот ткань. Ну, я на таком же каунте, но на светлом вышиваю петуха, и там без вопросов. Здесь, допустим, вечером я не вижу на этом цвете. И здесь довольно-таки много цветов, посмотрите. Вот это все цвета, которые участвовали в этом маленьком, малюсеньком сюжетике. И, как я уже говорила, мне пришлось 2 нитки докупать, потому что у меня они закончились. Ну, расход, в принципе, небольшой, но очень много цветов задействовано. Ну, видите, если вы хотите красоту, то да, тут нужны многие цвета.
Но что замечательное и радостное, здесь нет совершенно бэкстича, ну, не считая вот эту загогулину. И нету там всяких этих замудренных полукрестиков, там еще чего-нибудь. Ну и самое главное, нету бэкстича. Я не знаю, меня не напрягает в принципе бэкстич. Ну, после моей парижанки сейчас дойдет до нее дело. Как-то мне гладь и бэкстич вообще никак. Вот такая маленькая, но очень миленькая готовая работа у меня есть. И теперь этот дизайн откладывается до следующего сезона. А следующий сезон у нас будет зима. Вот здесь, наверное, внизу написано «Инверно». Я так полагаю, что-то фотку так сделали, непонятно. И здесь вот будет морозник у нас. Морозник. Я вижу вот этот цвет беленьких этих бабочек будет здесь задействован. Ну, тоже очень милый. Не такой, конечно, нарядный, но хотя, кто его знает, может, оно на картинке не такое нарядное, как в жизни. А так будет очень красивые. Вот такие вот будут цветочки. Так что мы не прощаемся, мы говорим до свидания. А сейчас к парижанке. Ой, парижанка. Помятая вся, но, слава богу, живая, потому что в определенные моменты мне хотелось просто ее порезать, порвать, чтобы она просто мне на глаза больше не попадалась, и я не мучилась той мыслью, что мне ее надо доделать, мне ее надо дошить. Что же я сделала в этот раз? Самое простое было сделать, конечно, вот эти ноги. И вот это от Эйфелевой башни, вот эти вот крестики. И потом я принялась делать руки. Я вам даже не могу сказать, сколько раз я их переделывала. Ну, я не художник, как говорится, ни разу. Это просто какой-то трэш. Ну, казалось бы, ну что тут вышивать, да? Ну, возьми вот выше и все. Я вышила, они у меня сначала были толстые, потом я их перешила, я вышила, они у меня были какие-то кривые, косые, непонятно какие. После 105-й попытки переделать эти руки, потом мне они казались какие-то, как-то она перекошенная вся, куда-то не туда она... Ну, одним словом, это просто какой-то... Чтобы я еще когда-нибудь купила сюазик, не уговаривайте меня. Это первый и последний дизайн от этого сюазика. Когда я там вам жаловалась на котика, помните, я вышивала котика этими... Как они называются? Шовчиками и там бисером. Это вообще детский лепет по сравнению с вот этим. Ну, я, опять же, повторюсь, людям, которым легко дается, знаете, вот это рисование там или еще что-то, для них, наверное, будет ерунда. Наверное, это будет самая легкая часть, которую можно сделать. Но для человека, который все четко идет по крестикам. Вот здесь 10 крестиков, я сделаю 10 крестиков. Здесь 5, я сделаю 5. И не больше, и не меньше. Я здесь уже, знаете, смотрела по схеме, и по схеме вот я так эти ниточки прокладывала, как где, ну, все равно оно не получается. Ой, ну, короче, я намучилась с этими руками. Потом, в конце концов, я сделала эти руки вот до этих мест, здесь и здесь сделала. Думаю, ну все, оставлю так, иначе, как я вам уже сказала, просто я его и порежу, спалю и выкину. Потом я начала делать эти бантики. Они у меня получаются то большие, то маленькие, то какие-то они не в тему туда, никуда. И я ж стремлюсь сделать такое, как оно на превью, чтобы оно более-менее соответствовало тому, что как оно есть. У меня ничего не получается. Ну, это сейчас я вам покажу, какое оно на превью, и вы сравните, какое оно у меня. Ну, видите?
И вот это на схеме это просто вот так нарисовано, тик-тик, ну вот, начерчено, нарисовано, так. Все очень просто, все очень легко. Но когда ты начинаешь это вышивать, ну, для меня это задача. Следующий, и когда я доделала уже эти руки, эти бантики, ну, понятно, что не так они у меня получились, как они должны были быть. Здесь еще серебристого не хватает в этих бантиках. Вот я сейчас смотрю, вот здесь должны эти бантики как бы перевязаны этим серебристым. Ой, и когда я это доделаю, мне ж предстоят еще и ноги. Это же тоже из той серии, и тоже здесь этот бантик. Ну, Париж, мне кажется, я не знаю почему, но мне кажется, что Париж будет легче всего из этого всего. Здесь хотя бы какие-то анатомические, анатомические, ну, вы поняли, не надо преследовать, что там оно будет. Ну, вот у нее тоже руки, как бы, они как-то она, либо она повернута в ту сторону, и поэтому эта рука у нее вот так развернута, либо просто так нарисована. Меня все время эта рука убивала, я не могла понять, ну как-то она неестественна здесь. Ну, да бог с ним. Потом вот это надо, вот эти вот кружавчики мне, ну не кружавчики, кролешки вот эти вышить, это серебристым надо вышивать. А вот это точечки, это бисер уже пойдет. Но бисер будет в самую последнюю очередь. План на следующей неделе сделать эти новые. Потому как надо это дозировать минимально. Вот чтобы это не закончилось. Лицо я даже боюсь смотреть в эту сторону. Вы понимаете, с лицом что делать. Оставим это, как говорится, я подумаю об этом завтра. Я сейчас хочу сделать ноги, и потом, когда будут сделаны ноги, я в конце концов доберусь до этих крестиков. И тогда я уже доделаю эти все крестики, и все остальное, я полагаю, я очень сильно на это надеюсь, будет гораздо легче. Вот такая, казалось бы, простая девочка, но как она не просто мне дается. И что же еще было на этой неделе? А на этой неделе я даже сильно... А что же было еще на этой неделе, кроме этого, на этой неделе, то есть на этих... это я 2 недели, ну, за последние 2 недели. Смотрите, что я вышивала на своем петухе в маках от Надежды Нагорной. Посмотрите, какая красивая и непонятная такая какая-то даже можно абстрактная фигура у меня получается. Это, как вы понимаете, хвост этого петуха, и я все иду, стремлюсь, потому что это центр. И я же от центра начала идти сюда, потому что внизу здесь опять же этот хвост, а вот здесь будут маки. И мне хочется добраться до маков хотя бы, чтобы чуть-чуть поменять вот эту палитру, потому что, как вы видите, здесь голубая, синяя, сиреневая. Она очень мне нравится, я люблю эти цвета. Ну, как и все, что вам сильно нравится, все равно хочется чего-то поменять. Несложно вышивать, несмотря на то, что здесь очень много блендов, вот эти вот переходы от светлого к темному, это здесь куча всяких блендов, но это вышивается как? Вы берете ниточку и вот вы шьете вот такими вот полосочками, полудугами. Вы берете вот эту, допустим, светло-голубую и пошли, вот сюда вышили, потом следующую. И вот так идете. И вот так они идутся. В принципе, ну, как бы меня не напрягает, когда не надо через каждые 2-3 крестика закреплять. А когда это вот так логически, и вы вышили там что-то, и за это можно зацепиться, чтобы не ошибиться, то тогда это класс. Тогда это у меня идет, и вот это хвост, это уже даже конец хвоста, это, в принципе, конец этой самой картины будет. Здесь еще, конечно,
будет километр бэкстича, но за бэкстичи это еще рано думать. Здесь у меня сколько вышито? 2000 крестиков, что-то около того. Но это всего лишь навсего 5% от всей этой работы. И, конечно, здесь очень-очень много цветов. И я сейчас вам покажу, сколько их много. Вот такая коробочка у меня. Красивая. Ларисы Черновской в подарок полученная. И посмотрите, сколько здесь всех этих ниток. Они у меня все эти нитки. И кроме этих цветов, которые они такие есть, тут еще ж куча мала этих блендов, потому как вот это соединяется с вот этим, это соединяется с вот этим, и получаются вот такие плавные красивые переходы из одного цвета в другой. Красивый, интересный, очень легко идет. Вот как я вам говорила, видите, другой цвет, каунт тот же самый, но мне на нем гораздо легче вышивать. И я вышиваю это вечером перед телеком, когда уже, уже остальное я не могу вышивать. Когда меня уже выбесила парижанка, когда я уже не вижу тыкву, я вышиваю вот эту. Ну, теперь, как у меня закончилась тыква, я хочу чего-нибудь, что опять что-то начать. Я хочу что-то начать. Я сама не верю тому, что я говорю. Я не знаю. Естественно, мне хочется что-нибудь начать, потому как, видите, мое несчастное дерево, на нем только 2 осенних элемента. Это тыковка и бочонок меда. А у меня же там еще лежат 2 тыквы, одна из которых тыква, а другая из которых я почему-то ее яблоком называла, но это оказалось тыква, в конце концов. Мне Таня, спасибо, мне открыла глаза на истину. И груша. И я ж это хотела вышить, но это маленькие милхиловые, вот такие эти наборчики. И мне ж надо закончить кукурузу, пока еще осень. А что ж я ее на осень оставила и забросила. Я сейчас вроде как бы отдохнула немного от бисера, попробую, если как пойдет мне, потому что там только видишь, сколько бисера в этой кукурузе, становится плохо. А так, пожалуй, все. Вот такие у меня были новости. Я надеюсь, вам видео понравилось. Все в этом видео смешалось. Все я показала, чем живу, чем дышу. И жду на обратную связь. Пишите свои комментарии. Пишите все, что думаете, все, что хотите, то и пишите. Я всем отвечу, все прочитаю. Мне очень нравится. Мне очень нравится общаться, мне очень нравятся ваши комментарии. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока.